Дядя, я размышлял над тем, что ты мне рассказал. Ты определил философию как стремление к знаниям. И у меня возник вопрос, а что же такое стремление и чем одно стремление отличается от другого? Да, это хороший вопрос. Пойдем присядем, я тебе объясню. Итак, вопрос в том, что такое стремление, какие бывают стремления, так? Вот, для того, чтобы подойти к ответу на этот вопрос, можно все вещи, которые мы видим в мире, ну, то есть все, что вообще происходит, все предметы, вещи, разделить на две большие группы. В первую группу мы отнесем то, в чем мы не видим каких-то внутренних стремлений, никаких их собственных движений. То есть то, что полностью инертно и двигается только тогда, когда на него оказывается какое-то внешнее воздействие. Это, например, камни, поленья, шарики бильярдные, когда играешь. То есть в них нету никакого внутреннего движения. И то, в чем мы такого движения не видим, мы называем неживыми предметами. Так? Вторая группа вещей или объектов – это те, в которых мы замечаем какое-то их внутреннее движение, собственное. Например, трава тянется к свету, ну, как и любые растения. Там корнями тянется к воде. Вот насекомые летают вокруг. То есть у них есть уже какие-то свои собственные стремления или движения. Даже у таких простых вещей, как вот насекомые и даже растения. Если взять более сложных, уже животных, например, там рыб, птиц, зверей, то там это все еще более очевидно. Скажем, птички летают, строят гнезда уже, животные тоже строят себе норы, роют, заботятся о потомстве, ну и так далее. То есть везде, где мы видим какое-то внутреннее движение, собственное вот этого предмета, как мы считаем, мы называем это живым. А везде, где мы такого движения не видим, мы считаем это неживым. И вот наличие вот этого внутреннего движения, собственного для какого-то предмета, и можно назвать стремлением. Так? Вот. Но тут, конечно, есть возможность ошибиться. Это нужно понимать. Потому что, когда мы используем такой критерий, то есть наличие вот этого внутреннего движения, то мы ведь основываемся на том, как мы видим этот предмет. Например, вот в насекомых мы видим их стремление. Там вот они пытаются либо цветы опылить, либо нас там укусить, ну и что-то еще сделать. А в камнях мы этого движения не видим, не понимаем. Но если мы чего-то не видим, то на самом деле это не значит, что этого не существует. И если с камнем все еще более-менее может быть ясно, то, например, в таких, скажем так, более сложных объектах, как ветер, облака, земля в ее целостности, мы не видим стремления Земли. Не можем их как бы увидеть, понять. Но то, что мы их не видим, не значит, что их нет. Быть может, мы просто не в состоянии их заметить. И не будучи в состоянии их увидеть, мы считаем эти вещи неживыми. Скажем, планеты считаем неживыми, звезды. Но, быть может, дело как бы в ограничении нашего восприятия на самом деле. Мы просто будем помнить о том, что мы можем ошибиться. Ну а для нашего настоящего рассмотрения будем использовать этот принцип. Поэтому будем рассматривать то, какие могут быть стремления. Так? Вот. Ну, пойдем, пройдемся. Вот, когда мы рассматриваем стремления разных живых существ, то, думаю, очевидно, что самым фундаментальным, самым базовым, то есть на котором все строится, стремлением, будет то, которое мы можем найти во всех живых существах, то есть во всем, что мы называем живым. И в деревьях, и в насекомых, в птичках, в животных, в людях и прочих живых существах. Вот, какое стремление мы видим везде, во всем, что мы считаем живым.
это стремление к поддержанию своей жизни. Вот это стремление к поддержанию своего существования мы видим во всем, что только может быть живым. Потому что даже трава, она, сталкиваясь с какими-то неблагоприятными обстоятельствами, она пытается вырасти. Деревья, если воды нет, они углубляют корни. Если нет солнца, они растут выше. Вот смотри, каждое дерево пытается вырасти выше остальных, чтобы быть ближе к солнцу, чтобы получать больше солнечных лучей. То есть оно стремится к собственному выживанию. И также ведут себя и все другие живые существа. Ну и можно его так расписать в виде двух проявлений. То есть стремление к самосохранению проявляется в попытке избежать опасности, ну, по мере сил, и в поиске еды. Потому что еда нужна для поддержания своего существования живым существом. Какое еще стремление есть у живых существ? Вообще все живые существа, как бы уже не все, но большинство из них, у которых есть в их жизни такое явление, как смерть, они для того, чтобы продолжать свой вид, должны продлевать свой род, то есть размножаться. И поэтому стремление к размножению, оно также является очень основополагающим вот этим внутренним движением. Мы можем найти его у очень многих живых существ. Вот, например, дерево, оно живет долго, но даже оно когда-нибудь прекращает свое существование. И для того, чтобы продолжить существование своего вида, оно размножается. Вот яблочки, видишь, висят. Ну и, естественно, у человека оно тоже есть. Инстинкт размножения. Он есть, и это тоже факт. Это второе такое основополагающее стремление. С ним понятно? Ну, значит, пойдем дальше. И теперь можно рассмотреть третье стремление, внутреннее движение, которое есть уже у более сложных организмов. Это стремление к безопасности, можно так назвать, или к тому, чтобы обеспечивать условия своего существования. Чем больше у живого существа в наличии ресурсов, чем больше он может собрать, чтобы потом использовать, тем надежнее его собственная жизнь и тем надежнее жизнь его потомства. А как проявляется это у человека? У человека это тоже связано с теми ресурсами, которые он может собрать, чтобы потом использовать. Если взять такое простые общества, то, скажем, это сбор и пополнение запасов пропитания. В более сложных коллективах это может быть уже борьба за территорию. То есть это первичные государства, которые захватывают себе земли, источники продовольствия, какие-то промыслы, ну и так далее. В еще более сложных коллективах, то есть даже скорее не сложных, а исторически к нам более близких, это начинает уже проявляться в форме, скажем так, собирания и аккумуляции денежных ресурсов. Но это уже современное нам общество. Итак, у нас есть уже 3 типа стремлений, которые есть в интересующем нас живом существе, то есть в человеке. Первое – это стремление к самосохранению. Второе – стремление к размножению. И третье – это стремление к безопасности, то есть к обеспечению условий своего существования. Вот. Но также есть еще и другие стремления. Есть такие виды живых существ, жизнь которых, размножение, поддержание их рода, возможно только тогда, когда взрослые особи заботятся о потомстве, о младших особях. И такие виды многочисленны и очень разнообразны. Скажем, это и насекомые, ну, те же самые пчелы или муравьи. Они заботятся о своем потомстве. Это их естественное видовое поведение, их потребность. Иначе просто их род вымрет. Потому что пчелы в виде личинок к собственному существованию не способны.
Также это есть и среди птиц, и среди млекопитающих, и люди. К ним тоже относятся, к такому виду. Потому что, ну, как известно, человеческий детеныш очень не приспособлен для самостоятельной жизни. И, пожалуй, первые там, лет 10 он сам выживать может с большим трудом. Если в первые года жизни о нем не заботиться, его не кормить, не защищать, то он не выживет. То есть у человека есть такая потребность, его, скажем, в естественном поведении. Заботиться о потомстве, ну и также о своих ближних. Это на них тоже иногда перелагается. И это еще одна естественная потребность, которая есть у человека. Забота о потомстве и о своих, скажем, сородичах. Тех, которые относятся к его коллективу. Это 4-я видовая потребность человека. И есть еще одна естественная потребность, которая свойственна многим живым существам. Это поддержание чистоты своего тела. Ну, просто потому, что в процессе жизни случаются разные ситуации, которые загрязняют тело, психику, если она имеется, живых существ. Ну, психика – это, естественно, в применении к человеку. И стремление к чистоте можно определить именно как выбор определенных условий своего существования. Потому что просто выживать можно и в грязи. Многие люди, живые существа, могут жить в нечистых состояниях, в грязи, не мыться, и они там будут выживать. Тогда как человек, который привык к чистоте, там просто погибнет, потому что у него нет иммунитета. Поэтому стремление к чистоте – это именно стремление к определенным условиям своего существования. Не просто к поддержанию жизни, а именно к каким-то желаемым, требуемым условиям своей жизни. Ну и для человека самый простой способ поддержания чистоты и самый естественный, самый основной – это, естественно, вода и омовение. Вот это стремление к чистоте. Следующее стремление, которое тоже есть у человека, и которое, пожалуй, мы можем найти только у него, связано уже с его психикой, то есть со сложной организацией его субъективной, то есть умственной жизни. Когда я говорил только что о стремлении к чистоте, я вскользь сказал, что человеку нужно поддерживать в чистоте не только свое тело, но и свою психику. Вот что такое психика? Если вкратце, в 2 словах, это набор идей и убеждений, которые есть у человека. У него просто его тело устроено так, что у него есть такая способность иметь убеждения, идеи о себе, об окружающем мире. Это то, что мы называем психикой или мировоззрение, ну, все вот эти вещи. То есть у человека это есть, это как бы факт. И так как есть какие-то убеждения, есть какие-то идеи, то они есть о внешнем мире. Ну, например, я знаю о том, что что-то происходит, я как-то себя определяю, как-то себя осознаю. Вот. И если они есть, если есть какие-то убеждения, то очевидно, что они должны соответствовать тому, что реально происходит. И поэтому вот это соответствие как бы идей, мыслей, убеждений реальности, то есть реальному окружающему миру, это тоже потребность, которая есть у человека. Ну просто потому, что у него есть эти идеи. Поэтому надо, чтобы они соответствовали. Чем они лучше соответствуют, тем более успешен, тем более благополучна жизнь вот этого человека. Вот это последнее из 6 основных для человека стремлений. С этим ясно все? Да, все понятно. Ну хорошо, тогда пойдем чаю выпьем.